Космический привет! Пока все с нетерпением ждут 4-й сезон Вакфу, Анкама выпускает мини-сериал «Лансдур» или «Дюр», кому как нравится. О нем сегодня и пойдет речь. Почему его нужно смотреть и как он связан с Вакфу? События сериала разворачиваются в эру Вэйвен, переход к которой связан с 4-м сезоном. Мы знакомимся с новой расой Фаржиланс, ну и в конце концов главный герой появится в Вакфу. Поэтому, если вы еще не смотрели Лансдур, то предлагаю наверстать упущенное. Тем более сейчас, благодаря работе энтузиастов фандома, сериал переведен и озвучен. Все ссылки в описании. Чуете это, друзья? Запах приключений. Ну же, все на борт! Главный герой Лансдур является королем Альбуэры, части архипелага Валония. Когда-то на заре времен остров Валония был расколот на 3 части: Альбуэру, которая правит Лансдур, Эреборию, обитель Сирамомора, и Эфедрию, где живет ведьма Беладонна. К последней и направляется группа центральных героев, ведь она похитила детей, и авантюристы, невзирая на возраст, считают своим долгом их спасти. Какой же неожиданностью оказывается для графа Ланса, что это приключение было от начала до конца спланировано. Создатели обещали серьезную историю, более взрослую, где поднимаются темы жизни и смерти, дружбы и любви. Так в чем же смысл? Состарившиеся герои были обречены. Ланс страдал от кашля и зависел от укрепляющих зелий. В вебтуне поясняется, что его недуг называется черной болезнью. Шай уже несколько раз переживал остановку сердца, Бист впал в депрессию, а муж вот-вот должен был ослепнуть. Их объединяла не только близость смерти, но и желание отомстить Сирамомору. Поэтому возможность отправиться в приключения, как в былые времена, отомстить врагу, да еще и легендами стать под конец-то жизни – просто подарок. Сознанием этого теперь некоторые моменты читаются совсем по-другому. Может быть, Агард даже специально задерживал компанию, чтобы дать им возможность отомстить. Эта история определенно оставляет некоторые вопросы открытыми. По итогу, этот сериал не о том, как старички добровольно встретили смерть, а о том, как они навечно стали бессмертными, легендами, которые пошли на подвиг, чтобы спасти детей. Кстати, о детях. Раз похищение подставное, значит, их отпустят домой? Это очередной вопрос без ответа. Нам остается только гадать, как Беладонна поступит с детьми. Этот персонаж вызывает много вопросов. Она похитила детей, но, как оказалось, это было лишь частью плана, и, судя по всему, Беладонна ничего плохого им не сделала. В пользу ее человечности говорит и вебтун Лансдур, где она заботилась о своем сыне в обличии Тофу. Но, по словам авантюристов, Беладонна похищала детей и раньше, чтобы съесть их и омолодиться. А вот в статье, посвященной ей, говорится следующее. На самом деле Беладонна похищает детей, чтобы запереть их в книгах в библиотеке своего замка. Эти книги ведут в Имаджинариум, воображаемое измерение астрального слоя космоса. В общем, Беладонна очень неоднозначный персонаж, но что ясно точно, главный враг здесь не она, а Сирамомор. О нем и его истории я выпустила отдельное видео. Любопытно то, что имя ведьмы – это название реального растения, существующего и в мире 12. Его название переводится как «красивая женщина». Очень иронично, что молодые люди в средние века использовали Беладонну, чтобы выглядеть привлекательнее, а в мире 12 Беладонна использует людей. Погружаясь во всю эту ботанику и лайфхаки, как добавить с помощью Беладонны блеска глаз и румянца, я наткнулась на пару интересных фактов. В старинных легендах говорится, что это растение принадлежит дьяволу. Из Беладонны готовили мазь, которую использовали во время судов над ведьмами. И вот еще что.
Его научное название Атропа Белладонна происходит от имени древнегреческой богини, которая произносится как Άτροπος. Она была одной из 3 сестер судьбы. Одна сестра плела нить жизни человека, другая измеряла ее, последняя, интересующая нас, перерезала ее, вызвав смерть. А атропин, содержащийся в белладонне, вызывает ускорение сердцебиения, помутнение зрения, потерю памяти. Так может ли это значить? Да ничего это не значит. В тех же самых статьях было сказано про неспособность мочиться, а с этим, как мы помним, проблем не было. Но это имя точно было выбрано не просто так. Возвращаемся к компании наших старичков. На протяжении всего приключения нам открываются подробности их последней встречи с Сиром Момором, и в том числе печальной судьбы их спутницы Каденс. И вот что меня напрягало больше всего. Мы еще толком не прониклись персонажами, а они уже умирают, и это вызывает странное ощущение. Вроде и жалко, вроде и не должно быть так. Где же мы должны были ими проникнуться? В Эптуне Лансдор. Там и на свадьбе Муша и Бист можно погулять и узнать, как компашка достала копье, и, по мелочи с Каденс познакомиться, например. Теперь, будем надеяться, ее душа встретится с душой Ланса в Инкарнаме. И что же дальше? Агард вернулся в королевство и стал новым королем Альбуэры, а в честь его отца было построено что-то вроде склепа, и, судя по всему, в его создании участвовала Белладонна. Может быть, и находится он на Эфедрии. Вот так и заканчивается эта темная, трагичная история. Все еще непонятно, где второй ребенок, и узнаем ли мы, где он, будут ли преподнесены какие-то почести остальным легендам, или они продолжат валяться. Вопросов достаточно, и вы можете поделиться своими предположениями и мнением о сериале в комментариях.